Привет, друзья! Снова с вами Антон на канале Специи по вкусу. Очень рад вас опять видеть у меня в гостях. Наконец-то я выпустил новое видео. Сегодня я вам покажу необычайно сложный, такой очень технический рецепт, который только самые лучшие повара в самых там звездных ресторанах умеют и знают, как правильно его делать. Ладно, шутка, конечно. Сегодня мы будем делать малиновое суфле. Клубничное я делал пару дней назад, оно тоже замечательно получается, с клубникой, там клубничный вкус просто. У этого суфле будет малиновый вкус, такой очень-очень яркий малиновый вкус. Оно делается элементарно просто. У него, правда, есть такая аура недосягаемости у всех этих суфле. Почему-то все на них так смотрят и боятся их делать, и думают, что-то такое суперсложное, непонятное. И наверняка не получится. Я вас уверяю, у вас получится просто классно. Все секреты этих вот звездных поваров сейчас я вам расскажу. Там их немного, но там есть парочка таких технических деталей, которые надо правильно исполнять. Итак, смотрим, как делать нежнейшее, вкусное, воздушное, такое запеченное малиновое суфле. Запекается суфле вот в таких вот порционных горшочках. Если у вас их нет, просто можно взять жароустойчивые чашки. Главное, берите такие, чтобы их можно было в духовке использовать. Итак, сразу же первый секрет. Горшочки или ваши чашки надо тщательно полностью намазать маслом. Я мажу просто с куска и потом пальцем проверяю, чтобы было 100% покрытия. Теперь обсыпем их изнутри сахаром и проверим, чтобы вся поверхность была полностью покрыта сахаром. Таким образом, суфле выше и ровнее вылезет при запекании. Пока будем делать все остальное, ставьте горшочки в холодильник, они должны быть холодными. Сегодня я делаю малиновое суфле, но этот рецепт отлично работает с любыми ягодами, клубникой, малиной, черникой, ежевикой. В общем, берите что есть, получится замечательно. 200 граммов малины перекладываем в удобную посуду. Добавляем 50 граммов сахара. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока. Добавляем 1 столовую ложку с горкой крахмала. У меня кукурузный, но никакой разницы нет, какой крахмал. Кукурузный, картофельный, неважно. И все месим блендером до однородности. Если получилось очень густо, добавьте пару ложек воды. Процеживаем все через мелкое сито, чтобы избавиться от косточек. Смотрите, сколько их в малине оказывается. Получается вот такой вот жидкий концентрат малины. Ставим его на плиту и варим минуту-другую, помешиваем венчиком, пока он не загустеет, вот до такой вот тягучей консистенции. Если получился немного более жидкий или более густой, ничего страшного. Он когда остынет, загустеет, или если будет очень густо, можно немного воды добавить. Перекладываем в посудину побольше. Видите, у меня получилось вот такой вот густоты. На самом деле это не особо важно. Размажем малину по стенкам посуды, чтобы она быстрее остыла, и тоже ставим в холодильник. Теперь берем еще одну посудину, туда наливаем 4 яичных белка и крутим их миксером секунд 30. Сюда надо будет еще 50 граммов сахара, но закинуть его надо в 3 этапа. Так что закидываем сахар в 3 этапа и хорошо перемешиваем каждый раз, чтобы сахар полностью растворился. Меринга должна быть перебитая с очень твердыми пиками. Видите, это еще не готово, так что покрутим еще минуту. Вот смотрите, полностью твердая меринга, вот такая, как раз то, что надо. И малина уже тоже остыла. В малину перекладываем первую треть взбитых яичных белков. Обязательно белки в малину, а не малину в белки. И на этом этапе все надо очень тщательно вымесить. Не бойтесь, что белки сдуются здесь. У нас еще есть 2 их части, так что можете даже венчиком или миксером все это хорошо перемешать до однородности. Добавляем вторую треть, и теперь надо очень осторожно заворачивать снизу вверх, вот так вот, снизу вверх. Старайтесь сверху не нажимать, чтобы воздух не повыдавливать. Когда цвет более-менее однородный, добавляем третью часть и еще более осторожно все вмешиваем. Опять же, пока не станет однородного цвета. Перекладываем все в кондитерский пакет, во-первых, для удобства, а во-вторых, для контроля. И достаем горшочки из холодильника и заполняем их малиновым кремом. Теперь длинным ножом или лопаткой выравниваем поверхность, и от ее ровности будет зависеть красота конечного продукта, как всегда.
Теперь еще один важный момент. Кончиком пальца вытираем край горшочка, чтобы образовалась небольшая, чуть заметная такая вот крышечка. Это поможет суфле подняться ровно вверх и уменьшить шансы на то, что оно как-нибудь криво поднимется и в духовке упадет просто в сторону. Вот такой небольшой желобок делаем. Теперь постучим горшочками пару раз не сильно об стол, на всякий случай, чтобы закрыть большие воздушные пузыри, если там внутри какие-нибудь есть. И ставим суфле в духовку на 190 градусов Цельсия, 375 Фаренгейта на 15-17 минут. То есть смотрите по цвету крышки, чтобы она просто не горела. И 17 минут спустя достаем суфле из духовки, сразу же посыпаем сахарной пудрой и сразу же подаем к столу. Суфле сдуваются за 2-3 минуты, так что сервировать их надо моментально. Вот как бы и все. Спасибо, что досмотрели до конца. Суфле, они очень быстро падают, и минуты за 2-3 оно полностью опускается, поэтому его надо подавать к столу моментально. То есть, например, вот смотрите, вот он постояло минут 10, уже оно упало. На вкус это как бы никак не влияет, на самом деле. Остается замечательно такое же воздушное, нежное такое суфле. Кстати, я его больше люблю холодным, особенно вот эти сладкие суфле. Если какой-нибудь с сыром сделать, конечно, оно будет вкуснее горячее, но вот эти сладкие суфле, они когда остынут, они такие получаются нежнейшие, такие как губка, такие очень-очень вкусные. Так что, если есть какие-то вопросы, замечания или комментарии, обязательно пишите. Очень рад вас был опять видеть у меня в гостях. Если вы еще не подписаны, подумайте про то, чтобы подписаться на канал. Я ценю каждую подписку. Увидимся очень скоро. На сегодня все. Всем пока.